Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание Матроне Московской. Поговорим о том, что за праздник такой 2 мая, как правильно просить о помощи Матрону Московскую. И обязательно, друзья, в этом видео мы уделим внимание тому, что нельзя просить у святой в этот день ни в коем случае. Все далее более подробно в этом видео. Итак, 2 мая Православная Церковь отмечает День памяти Блаженной Матроны Московской. И, конечно же, Блаженная Матрона родилась в 1881 году в селе Сербина Тульской губернии в семье благочестивых христиан Дмитрия и Натальи Никоновых, у которых уже к тому времени было 4 детей. Семья жила бедно, и когда мать узнала, что ждет еще одного ребенка, то решила отдать его в приют. В то время существовало много приютов, где дети из необеспеченных семей или незаконнорожденные воспитывались за казенный счет или за благотворительные деньги. И как только она приняла такое решение для себя, в ту ночь снится ей сон. Белая птица с человеческим лицом, но с закрытыми глазами садится ей на руку. Приняв этот сон за знамение Господня, она отказывается от мысли отдать ребенка. И когда родилась девочка, она была полностью слепой. У нее совсем не было глаз, а глазные впадины были закрыты плотно сомкнутыми веками. Но следует заметить, что чудеса с этим дивным младенцем стали случаться еще до ее появления на свет и сопровождали ее в течение всей ее жизни. Этот тяжелый крест Матрона несла с покорностью на протяжении всей своей жизни. При совершении над младенцем таинства крещения все присутствующие увидели над ребенком столб благоухающего дыма, что удивило даже священника, который совершал обряд и который сказал, что эта девочка будет святой. И если что, она попросит у родителей, чтобы сразу они сказали священнику. Так оно и случилось впоследствии, а Матронушка предсказала даже день кончины этого священника. На груди у Матроны от рождения была выпуклость в форме креста. И на замечание, что она снимает нательный крестик, она всегда говорила, что имеет свой крестик на груди. В детстве Матронушку часто обижали ее сверстники. То крапивость били, то в яму садили. Тихо и покорно, перенося все обиды, она предпочитала быть дома у икон. Дар исцеления и предсказания у этого необыкновенного ребенка открылся в 7 лет. Она видела не только греховные помыслы, совершаемые преступления, но и также предвидела опасности и стихийные бедствия. Понимая, что ей от Бога дано больше, чем другим, она искренне удивлялась, когда ее жалели. Молва весьма быстро разнесла весть о необыкновенной девочке и ее необычайных способностях. И к дому, где жила Матрона, стали толпами идти посетители. Приезжали не только из окрестных сел, но и из других губерний. По ее духовным наставлениям люди получали утешение в скорби. По ее молитве получали исцеление телесное. Многих лежачих она и подняла на ноги. В знак благодарности люди оставляли продукты, подарки, и таким образом девочка стала кормилицей всей семьи. Однажды на праздник мать девочки пошла в храм, а отец остался дома. И мать всю службу думала, что как это муж в храм не пошел. А придя, она услышала от Матронушки, что отец в храме был, а ее не было, тем самым давая матери понять, что она только телесно находилась в храме. Согласно преданию, совершая паломничество по святыням православия, Иоанн Кронштадтский во время пребывания Матроны в Андреевском соборе Кронштадта предрек 14-летней Матроне особое служение народу и церкви. В 17 лет Матронушка потеряла возможность ходить. Зная, что это произойдет с ней, она смиренно приняла этот тяжелый крест. До конца своих дней она оставалась сидячей.
Еще в раннем возрасте она предсказала революцию, гонения на церковь, грабежи. Одному помещику она посоветовала все продать и уехать, но он ее не послушал и в результате умер ранней преждевременной смертью, а дочь в результате разгромления имения начала скитаться по знакомым. И в доме у Матроны было очень много икон, 3 красных угла. Одна женщина, работавшая в одном из храмов Москвы, позже вспоминала, как Матронушка ей говорила при встрече, что она все иконы в ее храме знает и знает, где какая стоит. О ее прозорливости сохранились удивительные свидетельства очевидцев, тех людей, которые приходили к Матронушке при жизни и получали от нее всевозможные духовные наставления, но и не только. Матушка была неграмотной, но притом она знала все. Многим помогала и советом, и молитвой, и наставлением. Ее ненавидели колдуны, разного рода целители, экстрасенсы, потому что она имела духовный дар свыше и христианскую природу. Она молила Господа за людей и, будучи угодницей Божией, и спрашивала для них великие милости Господни. В 1925 году Матрона переезжает в Москву, где и будет проживать до конца своих дней, скитаясь по знакомым, домикам, подвалам, не желая быть обузой для своих братьев, которые вступили в партию и опасались репрессий, поскольку к блаженной всегда люди шли потоком. Жалея их и своих родителей, она переехала в Москву. Вместе с ней переехали и женщины, которые ухаживали за ней, послушницы. С этого момента начинается новый этап в ее жизни – скитание бездомной странницы. Претерпела она и холод, и голод, проживая уже поздней осенью в маленьком фанерном домике, летней фанерной постройки подвале. Дольше всего, с 1942 по 1949 год, она жила на Арбате у своей односельчанки Ждановой. Также она, предугадывая готовящиеся неприятности, Матрена очень спешно покидала некоторые места своего проживания, тем самым спасая и себя, и людей, давших ей кров, от гонений и репрессий. Много раз и ее хотели арестовать, но, предвидя это, духовным зрением она накануне уезжала. Так и протекала ее жизнь. Ночью в молитве, днем она принимала людей, никогда не спала, а только дремала, положив голову на кулачок. Приблизительно в 1939 году Матрона предсказала, что очень скоро будет война, в которой погибнет очень много людей, но враг будет побежден. Конечно же, многие из вас спросят, а что нельзя просить у святой Матроны? Вы знаете, нельзя ни в коем случае обращаться к святой, имея за душой хоть какой-то камень. Если ваши помыслы нечисты и просьба ваша несет за собой принесение кому-то вреда или нотки мстительности, если вами движет зависть или негатив, не гневите старицу. Впрочем, гнев для Матроны не был характерен, но если использовать ее силу в неблагих целях, можно получить очень острую, болезненную или даже трагическую расплату за это. Также не стоит просить Матрону о разрешении ваших личных проблем, в том случае, если это может принести ухудшение чего-то положения. Например, нельзя просить о материальном достатке, если он может наступить вследствие чего-то разорения, ухудшения положения, иных материальных неприятностей. Нельзя просить и святую о разрешении личных дел, если это разрешение влечет за собой причинение кому-то вреда. Не стоит пытаться и обманывать святую, выдавая желаемое за действительное, о чем-то, например, умалчивая. И вы знаете, вы должны сами понимать, что ваша просьба должна быть чиста и точно никому не принесет вреда. Поэтому прежде чем обратиться к Матроне 2 мая, подумайте еще раз, точно ли исполнение вашей просьбы никому не навредит. Нужно помнить, что тот, в чьем сердце живет добро, всегда получает вознаграждение, а вот человек со злым умыслом рано или поздно получает за это расплату. Чем же помогает святая Матрона?
Знаете, нет обязательного списка, в каких именно жизненных ситуациях помогает Матрона. Как свидетельствуют люди, святая блаженная Матрона Московская помогает в самых разных бедах и проблемах. В исцелении от болезней, при финансовых трудностях, в сохранении семьи, при заботе о детях и благополучии. Матроне молятся и о зачатии и рождении детей. Известно множество случаев, когда после молитвы супругов наступала долгожданная беременность. Как же правильно просить о помощи Матрону Московскую? Прежде всего, вы должны обращаться в молитвах к Спасителю и Его Пречистой Матери, а затем уже и к блаженной Матроне, как и к любому другому святому православной церкви. Обращаться к Святой Матроне вы можете в любом месте, в родном городе, в храме или дома. Также можно совершить и паломничество в Покровский монастырь, что находится в Москве. Постояв вместе с множеством других православных людей в череде паломников, приложиться к мощам блаженной Матушки Матроны. Однако следует помнить, что святые слышат нас в любом месте. Друзья, теперь вы знаете, как правильно обратиться к Матроне и что ни в коем случае нельзя ее просить. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал. Также, друзья, обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал, ссылка в описании к этому видео. Обязательно ставьте лайк этому видео. И обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Друзья, прямо сейчас на экране видите два прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте то видео, которое вам больше интересно, и смотрите, там много полезной, важной, нужной и интересной информации для вас.